Многие водители не догадываются, но большинство современных неисправностей можно устранить без сервиса, инструментов и лишних затрат. Ошибки в коробке, сбои холостого хода, неработающий климат, странное поведение дросселя– все это частично лечится одной вещью– перезагрузкой. В этом видео вы увидите 5 проверенных способов быстро починить автомобиль своими руками. Прием номер 6. Перезагрузка через меню мультимедиа автомобиля. В современных автомобилях многие функции от кондиционера до работы подвески завязаны на центральный мультимедийный блок. Если он зависает, перестает реагировать на нажатие или начинает работать с задержками, это не всегда требует вмешательства через диагностику. Часто достаточно выполнить ручную перезагрузку прямо через интерфейс системы. В большинстве автомобилей для этого предусмотрена скрытая комбинация клавиш или пункт меню, позволяющий запустить мультимедиа без выключения зажигания. Например, длительное удерживание кнопки питания в течение 15 секунд, одновременное нажатие двух клавиш или сброс через инженерное меню. После перезапуска блок сбрасывает временные ошибки, восстанавливает отклик экрана и возвращает нормальное поведение всех подключенных систем. Такой прием особенно полезен после обновления прошивки, при сбоях Bluetooth или зависания климатических настроек. Это быстрая и безопасная процедура, которую можно выполнить прямо на парковке, без инструментов и дополнительных затрат. Прием номер 7. Перезапуск системы через включение и выключение зажигания. Простой, но недооцененный способ восстановить работу электронных блоков. Это пошаговое включение и выключение зажигания по определенной схеме. Такой прием позволяет инициировать внутреннюю диагностику, завершение адаптационных процессов и даже запуск калибровки в некоторых подсистемах. Классический пример. 3 последовательных цикла зажигания с паузами по 15 секунд. Включение зажигания без запуска двигателя, ожидание выключения. И так несколько раз. Этот алгоритм помогает разбудить систему после замены аккумулятора, устранить сбои в отображении данных приборной панели или восстановить связь с мультимедийным блоком. Некоторые модели автомобилей реагируют на такую процедуру сбросом временных ошибок и запуском адаптаций, особенно в системах старт-стоп, электронного стояночного тормоза и вспомогательных ассистентов. Метод прост, не требует оборудования и подходит для быстрой самопроверки состояния системы, особенно когда на панели появляются спорадические сигналы, не сопровождаемые реальными неисправностями. Прием номер 8. Сброс адаптации коробки передач с помощью педали газа. Автоматическая коробка передач со временем подстраивается под стиль вождения, запоминает манеру ускорения, частоту торможения и даже поведение при обгоне. Но если стиль вождения поменялся, адаптация начинает мешать. Появляются затяжные переключения, рывки и неадекватная реакция на газ. Чтобы вернуть коробку к базовым настройкам, используется сброс через педаль акселератора. На большинстве автомобилей алгоритм простой. Включить зажигание, не запуская двигатель, нажать на педаль газа в пол и удерживать ее около 30 секунд. Затем отпустить и выключить зажигание. После этого блок управления коробкой передач сбрасывает обученные значения и возвращается к заводской логике переключений. Этот прием особенно эффективен после покупки автомобиля с пробегом, резкой смены условий эксплуатации, замены масла в коробке передач или после чип-тюнинга. После сброса коробка начинает переключаться более плавно и предсказуемо. Адаптация возобновится, но уже на основе нового стиля езды. Это простой способ перевоспитать коробку без сервиса и сложных процедур. Прием номер 9. Восстановление холостого хода через цикл прогрева. После сброса питания, отключения аккумулятора или глубокого сброса блока управления двигатель может терять стабильность на холостом ходу. Обороты становятся нестабильными, возможны подергивания и даже остановка двигателя при торможении. Это происходит потому, что блок управления теряет данные адаптации и требует нового обучения. Для восстановления работы холостого хода достаточно провести так называемый цикл прогрева. После первого запуска двигателя его не нужно трогать. Дайте мотору поработать на месте до полного прогрева, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочего значения. В этот момент блок управления постепенно обучается заново, анализирует сигналы от датчиков, корректирует положение дроссельной заслонки и стабилизирует состав смеси. Нельзя трогать педаль газа, включать кондиционер или запускать потребители во время этой процедуры. Весь цикл занимает около 15 минут и позволяет вернуть плавность работы без использования сканера или вмешательства в настройки. Это особенно важно после любых манипуляций с дросселем, форсунками или электропитанием автомобиля. Прием номер 10. Сброс индикатора замены масла через кнопку TRIP.
После самостоятельной замены масла или даже после обслуживания на СТО на панели приборов нередко продолжает гореть индикатор сервисного интервала. Многие водители игнорируют его, считая неважным, но в современных автомобилях этот индикатор связан не только с напоминанием, а и с системой адаптации под условия эксплуатации, и его сброс имеет значение. Сброс выполняется без сканера через кнопку Trip на панели приборов. Алгоритм варьируется в зависимости от модели, но общий принцип один. Включается зажигание без запуска двигателя. Затем кнопка удерживается до появления мигающих значков, и после этого происходит автоматическое обнуление счетчика. Некоторые автомобили требуют включения зажигания с одновременным нажатием нескольких кнопок, либо повторного нажатия после паузы. Правильный сброс возвращает корректную работу сервисного напоминания и позволяет избежать ложных срабатываний. Кроме того, блок управления понимает, что масло было заменено и корректирует стратегию защиты двигателя. Это мелочь, но она напрямую влияет на ресурсы логики работы системы смазки. Это вторая часть. Ссылку на третью часть вы найдете в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк, это сильно продвигает мое видео и помогает мне развивать канал. Надеюсь, данное видео будет полезным. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.